Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня вы увидите экспериментальное видео новой рубрики, где я буду обсуждать новости из мира военной и околовоенной промышленности сквозь призму моделизма и массовой культуры. Надеюсь, эта рубрика вам понравится, так что поддержите меня лайком и комментарием. Итак, поехали! А модели некоторых из показанных машин вы сможете купить в магазине «Модельная лавка». Сейчас действует акция на бесплатную доставку. Также в магазине есть система кэшбэка и много других интересных акций, которые помогут вам немножко сэкономить. А по этому промокоду вы получите скидку в 200 рублей при первом заказе. А для дальнейших заказов вы можете использовать промокод ДАША, и у вас будет скидка в 10%. Харьковская КБ имени Морозова раскрыла характеристики своего нового продукта – боевой машины пехоты БМП-У. Как заявляется, экипаж БМП-У будет состоять из 3 человек – механик-водитель, наводчик и командир. Вместимость десанта до 8 бойцов. Боевая масса машины с базовым уровнем защиты достигает 25 тонн, а с дополнительной защитой до 30 тонн. При этом БМП-У будет плавающий и сможет преодолевать в том числе и достаточно широкие водные преграды. Силовая установка представлена дизельным двигателем мощностью 734 лошадиных силы с автоматической коробкой передач. Двигатель будет обеспечивать скорость до 70 км в час с запасом хода до 600 км. Автоматическая коробка передач – это неплохой выбор для подобных машин, ведь водитель будет лучше концентрироваться на боевой обстановке и меньше уставать, а вооружат БМП-У 30-мм пушкой, пулеметом, гранатометом, ПТРК «Барьер». А в случае необходимости можно будет установить комплект вооружения стандарта НАТО. Стало известно о том, что западные рубежи России будут усилены с помощью новейших гиперзвуковых ракетных комплексов авиационного базирования. И речь идет о комплексах «Кинжал», которые планируется поставлять в части и соединения Западного военного округа. Нужно напомнить, что «Кинжал» стал первым и не только в России, но и в мире гиперзвуковым ракетным комплексом, поступившим на вооружение. При этом на данный момент он стоит на боевом дежурстве лишь в одном из военных округов Российской Федерации, в Южном. Теперь же развертывание «Кинжалов» планируется осуществить и в Западном военном округе. На данный момент носителями ракет комплекса «Кинжал» являются МиГ-31, получившие в данном случае обозначение МиГ-31К. Также планируется более широкое использование гиперзвуковых ракет, как вооружение дальних ракетоносцев, таких как Ту-22, и истребителей 5-го поколения Су-57. Любопытные новости приходят из Турции. Компания Roketsan, одна из крупнейших оборонных предприятий этой страны, производит на экспорт РСЗО «Каплан» на базе российского КАМАЗа. Недавно они поступили в сухопутные войска Бангладеш. Занятно, что в качестве базы выбрали именно российский КАМАЗ. Видимо, наши грузовики неплохо показали себя как носители вооружения на всей мировой арене. На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» начались испытания океанографического исследовательского судна «Евгений Гериглиджан». Океанографическое исследовательское судно проекта 02-670 перезаложено в 2016 году на базу морского буксира МБ-350 проекта Б-92. Его планировали передать заказчику в 2017 году. В ноябре 2018 года работы официально были приостановлены, а в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком по дальнейшему использованию госконтракта. В конце декабря 2020 года судно спустили на воду. Главными задачами океанографа Евгения Гериглиджан называется проведение подводных технических работ, экологический мониторинг морской среды, океанографическая съемка подводного слоя, оказание помощи силам поиска и спасения на море. Судно способно принимать на борт подводные испытательные аппараты. Водоизмещение у этого судна 4000 тонн, автономность 30 суток. А Евгений Алексеевич Гериглиджан – это советский и российский инженер-конструктор, генеральный конструктор атомных подводных лодок специального назначения в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». В честь него и названо это исследовательское судно. ПАО «КамАЗ» сообщает о скором начале нового этапа испытаний перспективной колесной платформы. КамАЗ-6355, четырехосный грузовик, уже прошел проверку в условиях средней полосы, и теперь ему предстоит продемонстрировать свои характеристики и возможности в Арктике. По результатам таких испытаний будет определено реальное будущее новой разработки. Кстати, такая машина есть в игре SnowRunner, а масштабные модели такого образца
пока нет, но думаю, АВД как-нибудь сделает такую модель. На днях КАМАЗ сообщил о скором старте нового этапа испытаний. В июне КАМАЗ-6355 отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ, где пройдет проверку в условиях реальной эксплуатации. Опытному грузовику предстоит показать ходовые характеристики на всех ландшафтах и грунтах, характерных для севера. Также он должен будет проверить расчетную работоспособность при температурах до минус 60 градусах. Предприятие-разработчик раскрыло стоимость новой разработки, и в зависимости от модели и комплектации вездеходное транспортное средство будет стоить от 12 до 15 миллионов рублей. В результате этого Арктика станет самым дорогим изделием за всю историю завода КАМАЗ. Но данная техника и дешевле некоторых Роллс-Ройсов. А теперь новости из Роскосмоса. Рогозин заявил, что хищения на Байконуре не касаются предприятий Роскосмоса. Ну и слава богу, в это вся и новость. С 2019 года Россия получила 6 заявок на поставку наземных боевых роботов, сообщил глава Федеральной службы по военному техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Большой интерес у партнеров вызывает комплекс разминирования «Уран-6». «Уран-6» – бронированный инженерный комплекс, предназначенный для разминирования площадей и проделывания проходов в минных полях. Шеститонная гусеничная машина снабжена набором тралов, несколькими видеокамерами и дистанционным управлением с радиусом действия в более километра. Машина хорошо себя проявила во время боевых разминирований в Дагестане, Чечне и Сирии. Хочу отметить, что эта машина не робот, а такой манипулятор на дистанционном управлении. Она не может сама принимать решения, и поэтому ей нужен оператор. Бронированная скорая помощь «Вездеход» заступила на службу. По итогам испытаний Минобороны приняло принципиальное решение о массовых закупках новейших медицинских бронеавтомобилей «Линза». Ранее эта машина проходила тестирование в медицинских подразделениях Центрального и Южного военных округов, а также в Таджикистане и Сирии. В этом году они пополнят автопарки Западного и Центрального военных округов. «Линза» считается одной из самых современных военных скорых в мире. Помимо брони, «Вездеход» отличается уникальной проходимостью, а его оборудование позволяет стабилизировать даже критических пациентов непосредственно под огнем противника. Задача таких машин – тактического звена – как можно быстрее доставить раненого с передовой до ближайшего медицинского пункта, где ему окажут квалифицированную помощь. Считается, что именно от скорой эвакуации напрямую зависит возможность спасти жизнь пострадавших. Благодаря защите и мобильности новая техника сможет действовать в районах боевых действий и эвакуировать пострадавших даже под огнем противника. Быстро разработать военную скорую позволило использование готовой платформы КАМАЗ-53-949 «Тайфун-К». На ней уже создано несколько моделей бронеавтомобилей, включая вооружение для спецназа. В санитарной версии ее 10-местную кабину заменили на двухместную, а на освободившееся место установили полноценный медицинский модуль. В одну эвакуационную машину помещаются до 4 носилок с ранеными или 6 пострадавших в сидячем положении. Другой вариант комплекса «Линза» используется для перевозки медицинского имущества, которое необходимо для развертывания батальонного медпункта. В его состав входит каркас-палатка. И это были все интересные новости оборонной промышленности, которые я хотела вам рассказать в этом тестовом выпуске. Если вам понравился такой формат, то расскажите об этом в комментариях. А если вы впервые на моем канале, то обязательно нажимайте кнопку подписаться. И увидимся в следующем видео на следующей неделе. Так что до новых встреч. Увидимся в следующем видео на следующей неделе. Так что до новых встреч. Пока-пока.